Привет! Сегодня, как и обещала, покажу, как я мою цветы. Специально я их оставила намного дольше, чем обычно, и не убирала. Я их пылесошу раз где-то так в месяц. И раз в полгода я их еще освежаю, то есть я их именно мою. Для того, чтобы это видео было максимально полезным, я еще расскажу, что в рецепте холодного фарфора убивает влагостойкость. И что нужно сделать, чтобы повысить эту самую влагостойкость. Поехали. Итак, самое интересное по поводу пыли, что пыль видна на темных и практически не видна на светлых цветах. Это первое. Второе, по поводу тонировки вы у меня спрашивали. Я тонирую сухой пастелью по влажному холодному фарфору, когда леплю цветок. И вот этот цветок я уже за эти годы мыла много раз. Очень много раз мыла. Раз в полгода, это, не знаю, наверное, уже раз 10 я его точно мыла. Как видите, тонировка вся на месте. Вот ее видно, что он именно протонированный, да, он двухцветный. Это самый распространенный вопрос был, я на него ответила. Теперь приступим непосредственно к чистке. Нам понадобится пылесос, поэтому сейчас будет гудеть. Итак, как видите, пылесос берет, но все равно остается как легкий такой налет пыли. Почему я их и мою раз в полгода? Потому что все равно вот на ярких темных цветах пыль все равно остается видна. Сейчас приступим непосредственно к мойке. Вот наш цветочек. Вот он. Вода комнатной температуры, не холодная, не горячая. Потому что холодная просто плохо моет, а горячая, чтобы вы не повредили цветы. Я обычно это делаю или вот так в тазике, или в ведре. Теперь вот здесь за ножечку надо прицепить мягенькую проволоку и вот так его подвесить. Вот в таком положении. Я это делаю, у меня есть веревка над ванной. Я вот здесь привязываю проволочку и вот так вешаю. Ну, пока полностью не стекут. С них оно еще будет скапывать потихонечку, минут 15-20. После того, как они полностью, водичка скапает с них, ставим обратно в вазу. Вот и весь секрет мойки. После этого, как они высохнут, они будут абсолютно как свежие, как будто вы их только слепили. Очень хорошо обновляются. И вот этот цветочек, в котором у меня именно целлюлоза, обычная целлюлоза в составе. Мне писали, что она натягивает воду, ой-ой-ой, ай-яй-яй. Вот, кстати, вот я его мою. Я кот, то ладно, такое дело. Он у меня много, кстати, цветов сгрыз, не знаю почему, они ему нравятся. Вот и листья ему здесь тоже понравились. Ромашки мои позгрызал. Ну, в общем, много цветов пали. Смерти храбрых. Вот точно так же, просто скапывает вода и все. Ничего абсолютно не становится с цветком, в котором есть целлюлоза.
Ничего, он не деформируется, точно так же высыхает и остается в таком же виде, то есть какие были вот изгибы на лепесточках, то есть какие я их лепила, такие они останутся. Ничего не поменяется. Вот и тонировка, вот она остается. Надо только оставить скапывать, вы помните. Что уменьшает влагостойкость? Во-первых, девочки, вот эти все цветы у меня на D2. То есть это влагостойкий клей. Иногда я делаю на D3, если я буду вот варить холодный фарфор и буду его быстро использовать. Тогда вообще шикарная влагостойкость, чтобы вы не добавили, получается очень влагостойкий фарфор. Что уменьшает? Сразу говорю, целлюлоза обычная не уменьшает. Карбоксиметилцеллюлоза тоже, она не быстро растворяется. Уменьшает влагостойкость один из компонентов, который мы добавляем для того, чтобы фарфор легко лепился. Чтобы был удобный, податливый, мягкий. Это глицерин. Его надо минимально. Девочки, минимально. То есть его обязательно добавлять, но немного. Он именно натягивает воду. Вот если много глицерина, вы видите рецепт, в котором прям очень много глицерина, знаете, помыть вы такие цветы не сможете. И даже если будет, к примеру, в помещении очень влажно, они могут деформироваться, натянувши влаги из воздуха. Поэтому аккуратно, если встречаете с глицерином рецепты, очень аккуратно в использовании. И сейчас я вставлю победителя предыдущего розыгрыша. Я рассказывала про очень-очень классный клей, да, который эластичный, мягкий, потому что здесь у меня иркомовская дисперсия, она у меня выветрилась. Она у меня выветрилась за эти 6 лет. Она, слышите, как стучит? Она уже не мягкая. Все. Она D2, она классная, но все выветрилось. Тот клей, скажу вам сразу по поводу водостойкости, я не знаю. Водостойкость приобретается с годами в холодном фарфоре. Чем вот он дольше стоит, тем проще он потом переносит мойку. То есть первый раз цветы мыть я советую где-то через год. То есть до этого просто пылесосьте раз в месяц. По поводу розыгрыша из того видео я сейчас вставляю победителя. И под этим видео, ссылочки в описании на YouTube, вставляю свои контакты. Контакт и Facebook. В личных сообщениях напишите, куда выслать вам ваш подарочек. Если есть какие вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Я все рассказываю, видите, по холодному фарфору, этому цветку. Вы же сами знаете уже 6 лет, да? То есть можно прям пронаблюдать, что происходит. Такое редко можно встретить на ютубе, чтобы было все проверено. Всем пока! Пока-пока!